Привет всем! Наверное, нет такого человека, который, приезжая в Харьков, не побывал на Сумском рынке. Место действительно очень знаменитое и популярное, как у туристов, так и у самих харьковчан. Это достаточно большой рынок, где вы сможете достать абсолютно все. Но какая же история этого места? Давайте узнаем и во всем разберемся в данном видео. Сумской рынок в Харькове основан в 1947 году на пересечении улиц Культуры и Тринклера. Рынок всегда считался самым дорогим и своеобразным. Здесь был изысканный товар и изысканный продавец. Поэтому этот рынок негласно назывался еще профессорским. Но многие факты говорят о том, что Сумской рынок был основан еще до Второй мировой войны. Например, этот немецкий фотоснимок 1941-1942 годов. На нем мы можем уже тогда наблюдать рынок. Многие не согласны с годом основания Сумского рынка, но точного ответа никто дать не может, как и точной даты его постройки. Многие скептики говорят, что его основали вместе с жилыми домами в данном районе. А это примерно в 1930-1935 годах. В любом случае, рынок стоял в своем первозданном виде до 1964 года. В этом году по решению городского совета построили новое здание, площадь которого составляла 7642 квадратных метра. На секундочку, там могло уместиться 520 торговых мест. Тогда рынок был просто превосходным на вид. Отдельные бассейны для рыбы, все выложено белоснежной плиткой, умывальники вдоль стены, даже были душевые. Вот так, например, писала про Сумской рынок газета «Красное знамя» 7 июня 1964 года в статье «Новый колхозный рынок». Громадные аквариумы на несколько тонн живой рыбы находятся в помещении 80 на 43 метра. Особенно хороши полы из ковровой плитки, на стенах художественная роспись, над главным входом витражи, 1700 квадратных метров стен стекло. Вдоль стен умывальники с горячей и холодной водой. Есть удобные бытовые помещения, душевые и красный уголок. В подвалах находятся холодильные камеры для одновременного хранения 250-300 тонн мясных и молочных продуктов. Оборудованы и помещения для овощей и фруктов. В торговый зал продукты, овощи и фрукты будут подаваться грузовыми лифтами. Сам торговый зал поражает грандиозностью размеров и обилием света. Это лишь малая часть того, что там находилось. Но время шло и рынок обветшал. К сожалению, данное наследие сохранить не удалось. Рынок был почти полностью разрушен. Только в 2006 году местные власти решили что-то с этим делать и обратились к фирме «Салгир». Фирма была связана с концерном АВЭК. Реконструировать рынок невозможно, заявили бизнесмены. По результатам экспертиз здание фактически разрушено. Надо строить новый торговый центр. Власти же сказали, что такой вариант их не устраивает, и отказали компании. Власти не разрешили строить центр на месте рынка. Фирма «Салгир» не согласилась и обратилась в суд, который проиграла. Земля перешла в собственность города, и городские власти пообещали все же рынок восстановить. В 2009 году мэрия пообещала открыть восстановленный рынок летом следующего года. В марте 2010 года глава АВЭК Александр Фельдман заявлял: вопрос реконструкции уже на финишной прямой. Якобы раньше начать реконструкцию было невозможно из-за кризиса. Будет и рынок, и торговый центр над ним. Будет все, что хотели харьковчане. 6 сентября 2010 года губернатор Михаил Добкин сообщил журналистам, что на месте, где раньше был Сумской рынок, будет только продуктовый рынок. По его словам, уже есть очень красивый проект. Однако, когда рынок заработает, снова пока неизвестно. Главный претендент в качестве инвестора не обладает достаточным количеством капитала для реализации данного проекта.
август 2011 года. На Сумском рынке никакого шевеления. Реконструировать Сумской все обещают и обещают. Уже 5 лет он простаивает. Рядом построили длинный павильон с магазинами, сам рынок остается нетронутым. Власти поставили новую цель – построить рынок к Евро-2012. Почти за 300 дней до футбола здесь разруха. Только сквозь проемы в стенах все еще видны остатки былой архитектурной роскоши. 24 ноября 2011 года мэр Харькова Геннадий Кернес озвучил новый срок. Уверен в том, что в ближайший год начнется восстановление Сумского рынка. Думаю, это будет красивое современное здание, вписывающееся в архитектуру города, сказал мэр. И вот, наконец-то, летом 2012 года на перекрестке улиц Культуры и Тринклера за высоким забором строители готовят участок для будущего рыночного комплекса «Сумской рынок». Заказчиком строительства рыночного комплекса является акционерное общество «Диана», генеральный подрядчик «Спецстроймонтаж Украина». На декабрь 2014 года работы по строительству Сумского рынка в Харькове выполнены более чем на 90%. Завершались отделочные работы, лакокрасочные работы и работы по благоустройству территории. На февраль 2015 на территории Сумского рынка завершаются работы над оборудованием павильонов. Делается облицовка витрин, подключили электрику в павильонах и провели воду. На втором этаже рынка будут магазины и бутики, подняться на которые можно будет 4 эскалаторами и 3 лифтами. А на первом этаже планируют продавать продукты из фермерских хозяйств области. Планируется ресторан в стиле ретро, детская зона. А снаружи разместят цветочный магазин, кондитерскую и летний ресторан. И вот 5 марта 2015 года Сумской рынок был открыт после реконструкции и принял первых посетителей. За все время работы реконструированного Сумского рынка здесь возникали автомобильные заторы из-за неправильной парковки автомобилей. Машины парковали так, что даже не могли проехать трамваи. Это был самый проблемный поворот трамвая в Харькове. И вот в декабре 2020 года был установлен на этом проблемном участке дороги знак, не предусмотренный никакими правилами дорожного движения. Парковка для оленей. На асфальте, кстати, тоже нанесли трафаретом, где именно наши доморощенные, так сказать, лоси должны парковаться. Здесь чуть ли не каждый день находится кто-то, кто бросает свой автомобиль и загораживает проезд трамваю. И все равно даже после установки знака находились такие водители, которые, несмотря на знак, парковали автомобиль на этом месте. 17 апреля 2022 года российские войска обстреляли любимый харьковчанами Сумской рынок. Сегодня рынок работает как и прежде. Радует своих посетителей скромным обилием товаров. Почему скромным? Потому что от былого величия рынка, конечно же, ничего не осталось. Восстановить прям полностью его и в первозданном виде, увы, не вышло. Он поменьше, чем его предшественник, но все же выглядит неплохо. Он не так огромен, как был раньше, но место от этого не стало менее легендарным. Все сделано на высшем уровне.
чистые ряды, никаких криков, как это обычно бывает на рынке. Помимо этого вы находитесь под крышей. Достаточно большая парковка возле здания и огромное количество кафе. Сумской рынок оснащен всем необходимым для комфортного шопинга и, безусловно, стоит вашего внимания. Конечно, здесь кусаются цены, так что если захотите что-то прикупить, то стоит для начала запастись деньгами. Но если вы хотите посмотреть, как выглядит главный рынок Харькова, то добро пожаловать сюда. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, ставьте лайки под видео, пишите свои комментарии. С вами был Алекс Моторный, до новых встреч на канале.